Приветствую всех, кто меня смотрит. Сегодня у нас второй день на замечательном острове Мон-Сен-Мишель в Нормандии. Вчера был восхитительный день в старинном аббатстве на вершине этой горы. Мы даже посетили мессу живущих здесь монахов, побродили по величественным залам XIII века, узнали интересные истории и легенды. А сегодня мы посетим настоящий дом средневекового рыцаря, сохранившийся до наших дней, и даже узнаем реальную историю его жизни. В этот раз мы заходим уже в главные городские ворота с подъемным мостом и даже с пешеходным маленьким подъемным мостиком. По нему и пройдем. Вход во все музеи острова 9 евро, но нам предложили комплексный билет 18 евро за 4 музея сразу. Выгодно, мы согласились. И хотя целью был только дом рыцаря, все же посмотрим кое-что еще. Вот в этом, например, морском музее огромное количество моделей кораблей, которые курсировали когда-то вокруг острова Мон-Сен-Мишель. Здесь выставлены еще морские узлы, оказывается, их существует большое разнообразие. Но для меня самым интересным оказался рассказ о зыбучих песках, в которых погибали враги Мон-Сен-Мишеля. Еще тут есть интересный музей о тюрьмах острова, но это потом. Сначала все же дом рыцаря. Вот он. Здесь жил рыцарь Бертран дю Гесклен, который отличился во время Столетней войны в XIV веке. Его храбрость, воинственность, талант организованности и командования позволили ему подняться от звания капитана Акшаля до великого каннетабля армии королевства Франции. Он построил этот дом для своей жены Тиффани де Рагинель, для ее безопасности в смутные времена Столетней войны. Ведь Мон-Сен-Мишель была одной из самых безопасных и хорошо защищенных крепостей королевства. И этот дом похож на мини-крепость. Поднявшись по винтовой каменной лестнице, мы видим рыцаря на маленьком балкончике. Отсюда открывается прекрасный вид на главную улицу старого города, на залив вдалеке. И отсюда же хорошо видно, кто поднимается в этот дом. Детство у этого рыцаря было незавидным, хоть он и был наследником знатной и прославленной фамилии. Уж очень некрасивым родился Бертран, и этим вызывал отчаяние у своих родителей. Но у него были братья и сестры, поэтому родители без сожаления отправили его подальше на попечение слуг, которые также не испытывали к нему особых чувств. Отвергнутый ребенок, забытый своими родителями, рос в постоянных драках и избиениях. Однако это не сломало, а наоборот сформировало личность Бертрана. Будучи юношей, он выступил в рыцарском турнире и победил аж 15 рыцарей. Во время 16-й дуэли Бертран дю Гесклен сорвал свое забрало, открыв толпе свое лицо, и его жизнь изменилась. Присутствующий на турнире отец Бертрана поменял свое мнение о сыне. Больше его не смущала его внешность, и он вернул сына в семью. Здесь же на турнире Бертрана заметил и Карл Блуа, который приблизил юношу к себе, и они вместе стали сражаться за территорию герцогства Британь. А в этой комнате Бертран дю Гесклен отдыхал между битвами. Это была его личная спальня. Отсюда он даже мог выйти в свой собственный маленький дворик. Однажды ему предстояла важная битва. Он сомневался в своей победе и зашел к одной гадалке. Та ему сказала, что видит его победу. Но он не поверил, слишком уж тяжелым должен быть его бой. Но в результате он победил, а гадалка эта позже стала его женой. И этажом выше находится ее кабинет, который являлся одновременно и гостиной этого дома. Тиффани де Рагинель, благородная дама,
бретонский астролог XIV века. Очень образованная, она читала будущее по звездам и составляла натальные карты своим клиентам. Очень опасное занятие по тем временам, которое могло привести ее на костер. Но Тиффани не боялась этого. Она была очень набожная, заботилась о больных, щедро раздавала деньги бедным. И люди называли ее не ведьмой, а милой феей. Тем более, что она была очень красивой, полная противоположность Бертрану. Люди даже называли эту неординарную пару красавица и чудовище. Обладая даром предсказывать будущее, Тиффани говорила своим клиентам: «Я могу предсказывать будущее не благодаря дару, а благодаря изучению небес, где Бог расписал звездами судьбы людей». Как красиво, не правда ли? Бертран и Тиффани очень трепетно относились друг к другу. Рыцарь построил в этом безопасном месте дом для нее, говоря, что может доверить свою милую фею только под защиту предводителя небесных армий, архангелу Михаилу. А Тиффани всегда предсказывала мужу благоприятные и плохие дни для боевых действий, и Бертран всегда побеждал. На этом острове Мон-Сен-Мишель они были абсолютно счастливы. Интересно, сколько романтических вечеров они провели за этим столом. Конечно же, в те смутные времена Столетней войны счастье не могло длиться долго. Однажды Бертран попал в плен. Предсказание Тиффани оказалось ошибочным, и все изменилось. Тиффани отчаянно пыталась собрать огромные деньги для вызволения мужа. Она даже продала свою драгоценную посуду и другие ценные вещи, чтобы выплатить обещанное Бертраном жалование для его солдат. Она делала все, что в ее силах. Но, видимо, сильно уж Тиффани винила себя в этом несчастье, потому что в этом же году она умерла в возрасте 39 лет. Так закончилась романтичная история любви средневекового рыцаря Бертрана Дюгеклена. Он пережил свою милую фею на 8 лет, стал великим конетеблем Франции, как и предсказывала Тиффани, а умер от того, что выпил слишком много холодной воды после тяжелого боя под палящим солнцем 13 июля 1380 года. У Бертрана Дюгеклена будет 4 могилы. Внутренности его похоронят в Пюи-Ан-Веле, его плоть в Монферране, его кости в базилике Сен-Дени, заслуженно вместе с королями Франции. И, наконец, его сердце будет похоронено в Британии, в городе Динане, вместе со своей милой Тиффани, в городе, где она родилась, и в котором их сердца соединятся навечно. Конечно же, во Франции помнят и чтут героя, создают фильмы, в которых обязательно рядом с Бертраном находится его милая фея. Ну а мы можем посетить их дом на острове Мон-Сен-Мишель и проникнуться трогательной историей любви красавицы и чудовища, которая, наверное, будет жить столько же, сколько существует этот удивительный остров. Сейчас мы находимся на 3-м уровне дома Тиффани, и это ее спальня. Именно здесь она проводила долгие и одинокие вечера в ожидании Бертрана с очередной битвы. И даже достоверно известно, что кровать ее стояла именно в этом месте. Надо сказать, что для XIV века она очень уж широкая. Даже в королевских дворцах, в которых мы скоро побываем с вами, кровати намного уже и короче. Да уж, в своем маленьком мире Тиффани была королевой. Интересно, что в этом доме был найден и пояс верности, который, несомненно, принадлежал хозяйке дома. Удивительно неудобное приспособление было очень популярно в Средневековье.
Вообще весь дом прекрасно сохранился. Многие вещи были найдены тут же в подвалах, и у нас теперь есть прекрасное представление о жизни славного рыцаря XIV века в Нормандии. Интересно, что мы зашли с улицы внизу, а сейчас выходим уже на новом уровне, откуда открываются захватывающие виды на залив. С другой стороны дома, если пройти немного по тропинке, есть еще одна каменная площадка, рассчитанная буквально для одного-двух человек. Я думаю, Тиффани часто с этого маленького балкончика всматривалась вдаль, ожидая возвращения мужа. А выходя из своей спальни, взору Тиффани открывались готические шпили аббатства, который мы вчера с вами посетили и в который, я уверена, часто наведывалась Тиффани, чтобы воспользоваться редкими книгами из монастырской библиотеки. Удивительно, каким маленьким и одноэтажным смотрится отсюда большой дом Тиффани. На самом деле он спускается с горы на несколько этажей, как и многие другие постройки этого острова. Какая все-таки интересная история открылась нам в этом доме. Но нам еще рано прощаться, потому что на этом острове еще есть на что посмотреть. Не зря же мы купили комплексный билет. Зайдем-ка посмотрим еще в этот музей. На печатях для средневековых писем мы останавливаться не будем, а прикоснемся немного к тюремной теме. Здесь выставлены орудия пыток, найденные в темницах аббатства. Фрагменты пояса с шипами, который постепенно затягивался на талии. Аналогичный ошейник с шипами внутри. Предки сегодняшних наручников. В общем, темная сторона жизни аббатства. А здесь вот мы видим скульптуру тонущего в зыбучих песках человека. Кто-то тонул во время скоростного прилива, самого быстрого в Европе, а кого-то поглощали зыбучие пески. Да уж, такая тут местность. А здесь вот очень интересные сапоги для почтальонов. Такие использовались только на этом острове. Каждый сапог весит 3 килограмма, и прикреплялись они к лошади. В любую непогоду они сохраняли ноги почтальона сухими. Очень важное изобретение для этой местности, ведь мост-дамбу построили только в XIX веке. А рядом мы видим каменную ванну Тиффани. Представьте себе, она сохранилась с XIV века и стояла в отдельной комнате дома Тиффани, в котором мы побывали. Как интересно! А это средневековый сейф. Сундук с особым замком, который состоит из 9 отдельных. При взломе 1, 2 и даже 3 замков сундук не откроется. Только один специальный ключ легко открывал всю систему. При этом на лицевой стороне скважина для ключа фальшивая, для обмана преступников. Очень познавательно. Но не только экспонаты музея вызывают интерес. Весь этот остров как отдельный экспонат из Средневековья. Благодаря своему географическому положению, оторванности от материка, он сохранился до наших дней практически без изменений. Каждый его дом – это отдельная история, и каждый метр земли здесь также не тронут цивилизацией. И мы ходим по этим дорогам так же, как ходили рыцари, и видим вокруг практически то же, что видели и они. Этот чудесный остров не перестает удивлять. Каждый раз при его изучении находятся интересные артефакты, и мы узнаем очередную историю из далекого прошлого. Отдельного внимания заслуживает история тюремного прошлого этого острова. С первых же лет основания аббатства существовали тюремные кельи, и мы можем себе представить, что в них происходило в далеком Средневековье. Удивительно, что Тиффани не была обвинена в колдовстве. Я думаю, из-за высокого положения и больших заслуг ее мужа.
А вот, например, Жан Бальве, хоть и был епископом, но участвовал в заговоре против короля. И в результате был заключен здесь в клетку, которую, по иронии судьбы, сам же и спроектировал до этого. В этой подвешенной к потолку железной клетке человек не мог выпрямиться в полный рост. От этого неудобства и от постоянной потери равновесия многие сходили с ума. А этот вот умирающий пленник Виктор де ла Кассань. Его приговорили к голодной смерти за критику фаворитки короля, известной под именем мадам де Помпадур. И не только этот смелый человек, многие прошли через подобное, за критику важных людей, за свободу слова по-нашему. И здесь нам очень зрелищно показаны реальные заключенные разных веков. Вот эти двое сидели здесь в то время, когда все аббатство было большой тюрьмой. Монахов всех выгнали и основали здесь ткацкие и предельные мастерские. Эти заключенные изготавливают соломенные шляпы. Тюрьму на острове приказал закрыть Наполеон в 1863 году под давлением общественности и по экономическим соображениям. Но именно тюрьма и спасла этот грандиозный памятник от разрушения, которое постигло многие другие монастыри. А это нас опять возвращают в темное средневековье. Здесь наглядно показана жизнь острова в средние века, как бы мгновение остановилось. Самое темное и самое загадочное время. А это основатель аббатства, святой Обер, чью мифическую историю мы узнали в прошлой серии. И здесь он нам представлен как напоминание о том, что надо прислушиваться к знакам, которые мы получаем свыше. Рядом с ним находятся монахи-писари. Это аббатство в XIV-XV веках было большим интеллектуальным центром, где копировались и переводились рукописи с разных языков. Местные монахи сыграли важную роль в переводе трудов Аристотеля с греческого на латынь, минуя промежуточные переводы на арамейский и арабский. И трудились они вот в этом самом светлом и теплом зале аббатства. Одним словом, в средние века здесь мирно соседствовали наука и прогресс с невежеством и жестокостью. И мы сегодня это очень хорошо прочувствовали. Невероятная атмосфера средневековья в каждом уголке аббатства. Как будто остров замер в одной точке временного пространства, чтобы мы смогли окунуться в далекое прошлое и, наверное, что-то для себя вынести. Этот остров действительно имеет огромную притягательную силу. И как и много веков назад, сюда течет непрерывный поток людей со всех уголков земли. Древний центр паломничества не исчез со временем, а возродился в новом качестве, как самая большая достопримечательность Франции. После Эйфелевой башни, правда. Фантастическое место, невероятная красота, загадочная атмосфера. Мон-Сен-Мишель. Но пришло время прощаться. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Надеюсь, вам тоже было интересно. Желаю всем всего хорошего и до встречи в новом интересном и красивом месте.